Добрый день, дорогие друзья! Сегодня завершающая встреча краткого курса «Лёгкая Раджа-йога» с Диди Судхой. Тема сегодняшней встречи — 8 духовных сил. А также в конце вы услышите ответы на ваши вопросы по курсу «Лёгкой Раджа-йоги». Good afternoon, dear friends. Today is our final session for Easy Raja-yoga course with Sudha Didi. The topic is 8 spiritual powers. And at the end, there will be question and answers sessions for Easy Raja-yoga course. Here is Sudha Didi online. Welcome all, dear sisters, brothers, the lovers of Raja-yoga. Добро пожаловать, дорогие сестры, братья, любители раджа-йоги. So in this last session, we will talk something very, very valuable as our previous lessons. На этой завершающей сессии мы будем говорить о чем-то очень ценном, не менее ценном, чем были все предыдущие уроки. Today's session is about powers. Сегодняшняя сессия посвящена силам. All of us want to be powerful. Все мы хотим быть сильными. Physically powerful, financially powerful. Сильными физически, сильными в финансовом смысле. Mentally powerful. Сильными ментально. Emotionally powerful. Сильными эмоционально. All of us have this wish, isn't it? У всех у нас есть такое желание, верно? Most of the people try to be physically powerful. Большинство людей стараются быть физически сильными. And many, of course, also try to be financially powerful. Конечно, многие стремятся быть финансово сильными. But as far as mental and emotional strength is concerned, very often it is neglected. А что же касается ментальной и эмоциональной силы, этим зачастую пренебрегается. Why physically want to be powerful? А почему люди хотят быть физически сильными? Because when a person is weak, he catches any infection very easily. Потому что слабый человек легко может подхватить любую инфекцию. Weak person easily gets tired. Слабый человек быстро устанет. Right? Then even if he has a desire to do something, something great, but because of his weak body, maybe he may not be able to do that. И даже имея желание сделать что-то большое, серьезное, из-за слабости физического тела он может не суметь это осуществить. The same is when a person is financially strong, then he is not afraid of or worried about if there is any sudden expenditure. Точно так же финансово сильный человек не будет тревожиться, если вдруг возникнут какие-то непредвиденные расходы. However, the experience says that if a person is physically strong but not spiritually strong, then it is quite possible that he will lose his emotional balance. Однако опыт подсказывает, если человек физически сильный, но недостаточно сильный эмоционально, недостаточно сильный духовно, тогда он может легко потерять свое эмоциональное равновесие. You might have come across many such people. Наверняка вы сталкивались с такими людьми не раз. These physically strong people can misuse their physical muscle power to threaten somebody, to commit some violence, and so on and so forth. Физически сильные люди могут злоупотреблять силой своих мускулов для того, чтобы угрожать кому-то, для того, чтобы запугивать кого-то и так далее. Right? So therefore, such kind of physical power
physical strength may become rather harmful. И такого рода физическая сила может быть даже во вред. This is why very important to have spiritual powers. Вот почему так важно обладать духовными силами. Same is with a financially strong person. If he does not have spiritual power, he will use his wealth, just here and there or for some wrong tasks and so on. То же самое касается и финансово сильного человека. Если он обладает большими финансами, но не обладает духовной силой, то он просто может пускать это на ветер или использовать для какой-то неблагородной цели. And this is why actually it is important for every individual to have the spiritual power. Вот почему так важно для каждой личности обладать духовной силой. Today we will talk about these powers. И сегодня мы будем говорить о таких силах. But before we come to the topic, let us meditate for a couple of minutes. Но перед тем, как мы перейдем к этой теме, давайте пару минут побудем в медитации. Become aware of yourself in the center of the forehead. Осознайте себя в центре лба. I am a soul, А я — душа. a master of this body. Я хозяин в этом теле. As a master, I have the right to use all the organs of the body in a way as I want. И как у хозяина, у меня есть право использовать все органы своего тела именно так, как я того желаю. I, the soul, has the strength to control my body. А я, душа, обладаю силой управления собственным телом. As I am the child of God, the Almighty. Поскольку я ребенок Бога, Всемогущего. With my inner eye, I see my Father, the point of light. Своим внутренним взором я вижу своего Отца, точку света. The one who constantly radiates light and might. Того, кто постоянно излучает свет и силу. The moment I become aware of my true self, I become connected to my Father. Как только я осознаю свое истинное я чувствую себя на связи со своим Отцом. I am light.
Я свет. I am might. Я сила. I am a powerful and peaceful soul. Я сильная и спокойная душа. Yes? Do you feel that you are a powerful, peaceful soul? Итак, вы чувствуете, что вы сильная, спокойная душа. Just feel it. Просто почувствуйте это. Feel yourself who you are and whose child you are. Почувствуйте, кто вы и чей вы ребенок. And you will feel that inner strength in you. И вы почувствуете в себе такую внутреннюю силу. Okay, now let us come to the theme. А теперь давайте перейдем к теме. The topic is 8 spiritual powers. Тема 8 духовных сил. Please look at the picture. Пожалуйста, взгляните на картину. One thing which is important to understand is that the source of these spiritual powers is one, that is God. И здесь важно понять одну вещь. То, что источник этих духовных сил один, и это Бог. When the soul gets connected with the Supreme Soul, Supreme Father, God, the soul gets like a current within it. Когда душа устанавливает связь с Богом, со Всевышним Отцом, со Всевышней Душой, то тогда душа получает от Него поток. Just see the center of the picture. Посмотрите в центр картины. The soul is connected to God. А душа соединена с Богом. So when you are, you reach that stage of concentration on the basis of knowledge, love, faith, and relationship. Такое состояние концентрации достигается на основе знания, любви, Faith веры и концентрации, and relationship. и взаимоотношений. 4 factors. 4 фактора. Knowledge of the self, knowledge of God. Знание о себе и знание о Боге. Love for the self, love for God. Любовь к себе и любовь к Богу. Faith in the self, faith in God. Вера в себя и вера в Бога. And on this basis, you establish relationship with God. И на основе этого вы устанавливаете взаимоотношения с Богом. When you have that living relationship with God, you remain connected with God. Когда у вас такие живые взаимоотношения с Богом, тогда вы на связи с Богом. And you reach that stage of concentration. И вы приходите в такое состояние концентрации. In this stage of concentration, the soul pulls the spiritual
powers from God. И в таком состоянии концентрации душа притягивает духовные силы от Бога. It's like the battery of the soul is charged when the soul is connected to the Supreme Source. Это все равно, что аккумулятор души заряжается, когда душа соединена со Всевышним Источником. Now, the power, the strength which we get from God is called spiritual power. Сила, которую мы получаем от Бога, носит название духовной силы. But this spiritual power can take different forms based on the need of the situation. И эта духовная сила может принимать разнообразные формы в зависимости от того, что требует ситуация. Like, for example, solar energy. Как, например, солнечная энергия. Nowadays, people do so much using this solar energy. Сейчас в наши дни очень многое осуществляется с использованием солнечной энергии. The food is cooked on the basis of solar energy. Можно готовить еду, используя солнечную энергию. Brahma Kumari's World Spiritual University, in its headquarters, every day for 20,000 people, 3 meals are prepared on the basis of solar energy. В штаб-квартире Всемирного духовного университета ежедневно готовится с использованием солнечной энергии Food for, еда на 20 тысяч человек 3 раза в день. can you imagine? Можете себе это представить? Computers work on the solar energy. Компьютеры работают на этой солнечной энергии. Water for taking bath is heated on the solar energy. Вода для приема душа тоже нагревается благодаря солнечной энергии. There is light on the basis of solar energy. Освещение тоже на основе этой солнечной энергии. See? So the same solar energy, but it is used in different forms. Солнечная энергия одна, но она используется в разных формах. The only thing is how to use this solar energy. Единственное – это как использовать эту солнечную энергию. Sun is for all. Some are using this energy, some are not using this energy. Солнце светит для всех, но кто-то использует эту солнечную энергию, а кто-то нет. Some take vitamin D tablets and some go out and sit under the sun. Кто-то принимает витамин D, а кто-то выходит и сидит под солнцем. So some use the energy, some don't use. То есть кто-то использует энергию, а кто-то не использует. Same is with God. То же самое с Богом. God is the spiritual sun. Бог – это духовное солнце. His energy is for all Его энергия для всех, because he loves all. потому что Он любит всех. He is benefactor of all. Он благодетель для всех. He is bestower of salvation for all. Он дарующий спасение всем. He is the purifier of all. Он очищающий всех. Yeah? So his energy, the spiritual energy, is for all. То есть Его энергия, духовная энергия для всех. But some use it and some don't use it. Но кто-то ее использует, а кто-то не использует. To take the benefit of sun energy, you need to remove the curtains from the windows, isn't it? А для того, чтобы получить благо от энергии Солнца, нужно как минимум раздвинуть занавески на окнах, верно? And if you want more, then you have to go out. А если хотите больше, то нужно выйти на улицу. Same is here. А здесь то же самое. I need to open the curtains from my mind and intellect. Мне нужно открыть завесу своего ума и интеллекта. Let the sunlight, the light of the spiritual sun enter my mind and intellect. И пусть свет духовного солнца проникнет в мои ум и интеллект. Of course, for that the most important thing is
consider yourself to be a soul. Но самое главное для этого, конечно, ощущать себя душой. See the picture again. Снова посмотрите на картину. The soul is connected to God. Это душа. Душа связана с Богом. The God is the father of the soul. Бог, Он Отец души. So first step is that you need to consider yourself to be a soul. Поэтому первый шаг — это вам нужно ощущать себя душой, Point of light. точкой света. And get connected with the Supreme Father, Supreme Soul with love. И соединиться со Всевышним Отцом, Всевышней Душой, с любовью. That's all. Вот и все. And you begin to get powers. И вы начинаете получать силу. As I told you, these powers take different forms. И, как я уже упоминала, эти силы принимают разные формы. So we have mentioned here 8 spiritual powers. А здесь мы упомянули 8 духовных сил. Let us first of all write the names of these powers. А давайте сначала запишем, как называются эти духовные силы. And then we will talk little in detail about at least some of these powers. А потом мы чуть подробнее поговорим хотя бы о некоторых из этих силах. So the first power is the power to withdraw. Итак, первая сила — это сила отключаться. Она же сила интровертности. Да. You see here tortoise. Вы видите на картине черепаху. On the left hand side, the top of the picture. В левом верхнем углу картины. Да. Second power is the power to pack up. Вторая сила — это сила собираться или упаковываться. Да. See on the right hand side, the person with 2 suitcases. Это в правом верхнем углу человек показан с 2 чемоданами. Then below that, the third power is the power to tolerate. Далее третья сила — это сила терпеть. Fourth, the power to adjust or the power to accommodate. Четвертая сила — это сила приятия, сила совмещаться. Да. Fifth power is the power to discern, discriminate. Пятая сила — это сила различать. Да. Sixth power is the power to judge and to make decisions. Шестая сила — это сила суждения, сила принятия решения. Seventh power is the power to face. Седьмая сила — сила противостоять. Or the power to withstand also. Или также сила стойкости. Да. And the eighth power is the power to cooperate. И восьмая сила — это сила сотрудничать. Now, out of these 8 powers, the first 2 powers are the basis of accumulating inner strength. И из этих 8 сил первые 2 силы являются основой для накопления силы. Let us begin with the first one, the power to withdraw. Давайте начнем с первой, с силы отключаться. You all must have seen tortoise. Наверное, каждый из вас видел черепаху. You might have observed how this comes into action and how, when it is free from action, it withdraws its limbs within its shell. И, возможно, вы наблюдали за ней, как, когда она что-то делает, она использует свои конечности, а когда ей не нужно ничего делать, она втягивает их в панцирь. This is why tortoise is called wise. It is a symbol of wisdom. И черепаха поэтому символ мудрости. Because of this reason, tortoise lives a very long life. И по этой же причине черепахи долго живут. When it has to do something, limbs outside. Nothing to be done, going inside. Потому что когда что-то нужно делать, конечности снаружи, когда ничего не нужно делать, она втягивает их внутрь, в себя. And rests.
и отдыхает. Does not waste the energy. Не тратит энергию зря. And secondly, whenever tortoise senses any danger, then also it withdraws its limbs within. И второе, когда черепаха чувствует какую-то опасность, она тут же втягивает свои конечности в панцирь. And it is safe. И она в безопасности. So we have to learn from tortoise. А нам нужно учиться у черепахи. If you will observe your one day, you will see how much energy is wasted in thoughts, words and actions. И если вы понаблюдаете за собой в течение одного дня, то вы увидите, как много энергии расходуется впустую на какие-то мысли, слова, действия, Which are not needed at all. которые совсем и не нужны. When you lose your energy, you will become weak. А теряя энергию, вы ослабеваете. And we want to be powerful. А вы хотите быть сильными. How will you become powerful? Как же вы станете сильными? So you need to train yourself to go within. Поэтому вам нужно тренироваться, уходить вглубь себя. Of course, it will not happen in one day. Конечно, за один день это не произойдет, Because the habit of thinking too much, speaking too much, doing too much has become so strong. потому что слишком закрепилась привычка слишком много думать, говорить или делать. We do not even observe that we are wasting our energy. А мы даже не замечаем, как мы теряем свою энергию. And by the end of the day, we are fully exhausted. А к концу дня мы чувствуем себя абсолютно опустошенными. And then we throw ourselves on the bed and go to sleep. И падаем на кровать и засыпаем. In this stage, when we sleep, when we get up, we are still tired. И если мы в таком состоянии засыпаем, то, проснувшись, мы по-прежнему чувствуем себя уставшими. Oh, I have headache. I am not feeling fresh. Голова болит, нет чувства свежести. Though 8 hours sleep. Хотя проспали 8 часов. What did you do for these 8 hours? И что вы делали эти 8 часов? You didn't do anything. Ничего не делали. Why are you tired now? Почему тогда вы уставшие? Because you slept in a tired stage. Потому что легли спать в состоянии усталости. So what should be done? А что нужно делать? Number 1. Первое. During the day, whenever you feel that now there is no need to at least speak something or do something, go within and feel that you are a soul. Если в течение дня в какие-то моменты вы чувствуете, что в тот момент вам не нужно ничего говорить или не нужно ничего делать, то тогда просто погрузитесь в себя и почувствуйте себя душой. And I would rather say that particularly find time for this. After every 2 hours, for 2 minutes, for 3 minutes, go within. И я даже посоветовала бы вам вполне конкретно выделять для этого время. Например, каждые 2 часа на 2-3 минуты погружаться в себя. Down. I am a soul. Я душа. Feel yourself a point of light. Почувствовать себя точкой света, Child of God. ребенком Бога, Connect with Him. соединиться с Ним, Take power. получить от Него силу. So if you do it during the day, then even by the end of the day, you will not be tired so much. И если вы будете поступать так на протяжении дня, то тогда к концу дня вы не будете чувствовать себя слишком уставшими. And secondly, if you see any danger, И во-вторых, если вы чувствуете какую-то опасность, what does it mean? что это значит? Somebody is shouting at you, Кто-то на вас кричит, and you feel that you are going to lose your temper, и вы чувствуете, что вы сейчас выйдете из себя, or you will lose your emotional balance, или потеряете эмоциональное равновесие, or you will become disheartened. или расстроитесь,
You are standing, the person is shouting, your ears are open, but you go inside. Вы стоите, человек кричит, ваши уши все слышат, но вы погружаетесь в себя. So you listen, but you do not hear. Вы слушаете, но вы не слышите. You do not allow this negative energy to affect your inner stage. Вы не позволяете этой негативной энергии повлиять на свое внутреннее состояние. Protect yourself. Защитите себя. Otherwise, a lot of energy will be wasted. А иначе очень много энергии потратится впустую. And third, И в-третьих, particularly when you need to go to sleep, особенно перед сном, definitely sit in meditation for a few minutes. обязательно несколько минут проведите в медитации. Whatever is yet to be done, which you are planning to do tomorrow, better to write it. И если вы думаете о том, что что-то нужно сделать завтра, то лучше записать это. Don't take it with you during your sleep. Не забирайте это с собой на время сна. And if something was useless, during the day something happened which was not very pleasant, throw it away, forget it. А если что-то было пустое или в течение дня что-то неприятное произошло, то выбросите это, как выбрасывают мусор, то есть забудьте про это. So, wasteful to be thrown in the rubbish box, important to be written, and what to carry with you during your sleep? Итак, пустое выбросить в мусор, важно записать, а что взять с собой на время сна? I am a soul. Я душа. I am a peaceful soul. Я спокойная душа. I am light. Я свет. And I am light, no burden, no heaviness. И я легкая, никакого бремени, никакой тяжести. I am healthy. Я здоровая. I am powerful. Я сильная. I am God's child. Я ребенок Бога. I am in my Father's lap. Я на руках у своего Отца. The Supreme Father, the most beloved Father. У Всевышнего Отца, своего самого любимого Отца. With these thoughts, go to sleep. С такими мыслями засыпайте. And you will observe after just few hours of sleep, you will feel yourself energetic and fresh. И вы увидите, что всего спустя несколько часов сна вы проснетесь энергичными и бодрыми. Okay? So this practice is very much needed. То есть эта практика очень важна. Second power is the power to pack up. Вторая сила – это сила собираться. Now look at the picture. Пожалуйста, посмотрите на картину. We are all travelers. Мы все путешественники. We travel, of course, otherwise from place to place. But I here mean to say we travel here minute to minute, day to day, year to year, and from one place to another place. И, конечно, все мы путешествуем по разным местам, но здесь я имею в виду, что мы путешествуем минута за минутой, день за днем, год за годом, из одного места в другое место. When we travel from one place to another place, we pack up our baggage. И когда мы переезжаем из одного места в другое, мы собираем свой багаж. We do not take everything with us, we take that what is important. Мы не складываем туда все свое имущество, мы берем только самое необходимое. And that what is extra, we take it out. А все лишнее, наоборот, откладываем. If we put extra things in the baggage and we can take only a limited baggage, then, we will not be able to take the important things. И если мы положим в багаж много лишнего, а вес багажа ограничен, то тогда мы можем забыть что-то важное. Yeah? Now, in the same way, we need to practice this power
at least from day to day. И вот точно так же нам нужно практиковать эту силу как минимум изо дня в день. Do not carry something which is not important, which is unnecessary to another day. Не переносите что-то ненужное, неважное на следующий день. Just imagine the soul, just a tiny point of light. Только представьте себе, душа, крохотная точка света. And you are burdening this soul, this point of light, your intellect, with all extra information, useless things, useless, unnecessary, something, this happened, that happened, the memories of unnecessary events, you are carrying it with you from day to day, month to month, year to year. How heavy the soul is becoming. А вы обременяете эту крохотную точку, душу, совершенно ненужной информацией, памятью о каких-то событиях, которые произошли, о каких-то вещах. И все это носите за собой изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Is it needed? Разве это все нужно? In this, a lot of energy is wasted. На это тратится очень много энергии. Something valuable can't be put there because there is no space. И тогда туда невозможно добавить что-то ценное, потому что не будет места. So we lose because we are not able to put something valuable because we have occupied all the space with everything useless. Мы теряем эту возможность нести что-то ценное, потому что все место занято бесполезным и пустым. So pack up in your intellect only that what will be useful for you tomorrow. Поэтому упакуйте в свой интеллект лишь то, что пригодится вам завтра. What will only disturb you, dishearten you, leave it. А все то, что тревожит вас или расстраивает, выбросьте. When you pack up your baggage for traveling, you sort out, isn't it? You sort out, yes, this is needed, this is not needed. No, I can manage without this. So you sort out the things and then you put in your suitcase. Ведь когда вы собираете багаж в дорогу, вы очень тщательно перебираете все вещи. Это мне пригодится, это нет, без этого я смогу обойтись. И берете только нужное. So sort out from your intellect. This is useless, throw it. This is important, I must carry it with me. And about this, I can manage without it. Поэтому отсортируйте точно так же все, что есть у вас в интеллекте. Это пустое, это можно выбросить. Вот это нужное я возьму с собой. А без этого я вполне смогу обойтись. So economize your valuable space of the intellect. То есть экономьте ценное пространство своего интеллекта. The more you economize this strength of the intellect, the more powerful you become. Чем больше вы будете экономить силу своего интеллекта, тем сильнее вы будете становиться. And secondly, we have to travel, make one more travel, and that travel will be from life to life. И во-вторых, мы совершаем еще одно путешествие, и это путешествие из одной жизни в другую. Yeah. We need to prepare for that travel also. К этому путешествию нам тоже нужно быть готовыми. What we will carry with us from life to life? Что мы понесем с собой из одной жизни в другую? Nothing material. Ничего материального не возьмем. Everything will remain here. Это все останется здесь. What will go with the soul? А что уйдет с душой? With the soul will go its karma,
and the sanskars which the soul has created as a result of its karma. С душой уйдет ее карма и санскары, сформированные в результате совершения кармы. This is our baggage which we carry from life to life. Это и есть тот самый багаж, который мы носим с собой из одной жизни в другую. Yeah. So whatever baggage we will carry for any travel, so the same we will have to use in our on the destination, isn't it? И какой багаж мы берем с собой в путешествие, тот багаж мы и будем использовать в месте назначения. If I take with me all dirty clothes, nothing washed, nothing ironed, I reach my destination, I open my suitcase, everything is dirty, it is to be washed. И если я сложил в багаж грязную, нестиранную, неглаженную одежду и прибыл к месту назначения, то, открыв свой багаж, я вынужден буду пользоваться тем, что есть, или начать это сразу стирать. So what I am packing in the baggage of the soul? А что я упаковываю в багаж души? So that when I reach my destination, I enjoy. Чтобы в месте назначения я смог наслаждаться. Pack good karma and good sanskars. Упакуйте туда хорошую карму и хорошие санскары. This is a very good means of power. Это очень хорошая возможность быть сильным. Why? Почему? When you perform good karma, you get blessings from everybody. Потому что, совершая хорошую карму, вы ото всех получаете благословение. Blessings are a power. А благословение — это сила. So therefore, before you do any action, before you speak anything, even before you think something, pause to do it or not to do it. It is good or not good. Поэтому прежде чем что-то сделать или что-то сказать, сделайте паузу и подумайте, хорошее это или нет, говорить или не говорить, делать или не делать. And your good karma will accumulate, and that means you will become powerful. И тогда хорошая карма будет накапливаться, и вы будете становиться сильными. As a result of good karma, your good sanskars will be created. И как результат хорошей кармы будут формироваться хорошие санскары. And once the sanskars have become good, you will not have to think about it, to do it or not to do it. It is good or not good. А когда сформированы хорошие санскары, вам уже не приходится задумываться, делать это или нет, хорошо это или плохо. Because it is sanskars which push you to do this or that. Потому что санскары подталкивают сделать то или иное. So my purpose of performing good karma is creating good sanskars. Поэтому с какой целью я совершаю хорошую карму? Чтобы сформировать хорошие санскары. So that my present is beautiful and my future is also brilliant. Чтобы мое настоящее было хорошим, и будущее тоже было блестящим. So these two powers, power to withdraw and power to pack up, are needed to fill yourself with strength. Итак, эти две силы, сила отключаться и сила собираться, нужны для того, чтобы наполнить себя силой. And once you are full of strength, then comes the third power called the power of tolerance. И когда вы наполнены этой силой, дальше идет третья сила, сила терпения. All of you know very well how much is the need of this power in today's world. И все вы прекрасно знаете, как необходима эта сила в современной жизни. I need not explain it. Это даже объяснять не нужно. But what I would like to say here is, some people have this question: tolerance is a weakness or it is a power?
Но на чем я хотела бы остановиться, так это на том, что у некоторых людей возникает вопрос: терпение — это сила или это слабость? What do you think? А вы как считаете? Who can tolerate? Кто может вытерпеть? Weak or powerful? Слабый или сильный? For example, a person physically strong, you push him, and you push a weak person. Who will fall, who will remain stable? Ну, допустим, вы пытаетесь столкнуть сильного человека и слабого человека. Кто упадет, а кто останется стоять? So who can tolerate? Так кто же способен вытерпеть? The one who is powerful. Тот, кто сильный. So tolerance is not a weakness. Поэтому терпение — это не слабость. Tolerance is a power of great people. Терпение — это сила великих людей. Tolerance makes one great. Терпение делает человека великим. But we need to understand that what is tolerance. Но нужно понять, что такое терпение. Tolerance does not mean that you go on, you remain silent externally, you don't react, you don't say anything, you just remain silent, but you go on accumulating inside you. Терпение вовсе не означает, что вы можете промолчать, не ответить на что-то, но будете все это копить у себя внутри. And one day you burst out or explode. И в какой-то день это все вырвется наружу, и вы взорветесь. It's like pressure cooker. The steam, accumulates, and then it comes out. Это как в скороварке. Там давление пара нарастает, а потом он вырывается наружу. This is not called tolerance power. Это не есть сила терпения. Power of tolerance includes patience. Сила терпения также подразумевает способность терпеть. Patience, терпимость, да? What does it mean? Терпимость, что это значит? It means that when somebody is trying to provoke you because of any reason, in any form, Это значит, если кто-то пытается вас спровоцировать в любой форме, по любой причине. that person is defaming you, insulting you, blaming you, Этот человек ославляет вас, оскорбляет или обвиняет в чем-то, criticizing you, критикует вас, spreads rumors against you, распространяет слухи о вас, says all kinds of things which are not at all a fact. А что только он о вас не говорит. Да? Now, what should you do? Что вам в этом случае делать? If you react in the same way, the Если, situation will not resolve. если вы будете отвечать ему тем же, это не решит ситуацию. It will be like you throw 2 stones at me, I will throw 4. Then this one 8, then this one 16. This fire will go on increasing. Это означает, как если он бросил в вас 2 камня, вы в него в 4, он в вас 8, вы в него 16, и вот так разгорается этот огонь. This is not the solution. Это не решение. If you know that you are 100% right, Если вы уверены в том, что на 100% правы, then don't react, number one. то первое, не реагируйте. Let that person say what he wants to say. Пусть тот человек говорит, что хочет. The truth will come on the surface one day, definitely. Но истина рано или поздно себя проявит. But at the same time, patiently wait for a moment when you can talk to this person. Но, с другой стороны, терпеливо дождитесь того момента, когда можно будет поговорить с тем человеком. Wisdom says that before you talk to any person, whether they are your children or your parents or your brothers and sisters, whosoever, before you talk to a person about any serious theme, Мудрость говорит следующее. Если вам нужно поговорить с кем-то
Например, с ребенком, или наоборот с родителями, или с братом, или с сестрой, то прежде чем начать этот серьезный разговор, имейте в виду одну вещь. Три вещи. Take into consideration 3 factors. 3 фактора. Примите во внимание. Number 1. Первое. Take into care that whether this person is ready to listen to you. Обратите внимание на то, готов ли человек уже вас выслушать. That is his state of mind. The person is ready or not. То есть в каком состоянии ума этот человек, готов он выслушать или нет. Number 2. The place where you want to speak with him, whether there are many people there or it is a place where you can sit one-to-one with that person. Второе. Имейте в виду, подходящее ли это для разговора место. Например, вас окружает много людей, или вы можете где-то уединиться и поговорить с глазу на глаз. And thirdly, и в-третьих, время. You should have enough time, that person also should have enough time. У вас должно быть достаточно времени, и у того человека тоже достаточно времени. So if you take into consideration these 3 factors before you talk to that person, I think that more than in 90% of the cases, the other person will understand. И если вы начнете разговор с тем человеком с учетом этих 3 факторов, то я уверена, на 90% ваш разговор будет удачным. But if even after that the person does not understand, then you just need to bear with it and time will resolve the situation. Но даже если в этом случае человек вас не понял, то тогда вам нужно просто отнестись к этому с терпением. Время сделает свое дело. Yeah. Another thing about tolerance is that tolerance also does not mean that you allow any person to sit over your head. Еще что касается терпения, это не значит, что вы должны позволять кому-то сесть себе на голову. There is a example given nowadays, it's called boiling frog syndrome. Сейчас есть такое понятие, как синдром лягушки в кипятке. Да. So it is said that the frog has the ability to adjust with any temperature of water. У лягушки есть такая особенность приспосабливаться к изменению температуры воды. So if you put a frog in a vessel, ordinary room temperature water, the frog feels very good there. И если поместить лягушку в какую-то емкость с водой комнатной температуры, то она будет чувствовать себя там вполне нормально. You put this vessel on fire, for example, the water begins to become warmer. The frog still is okay. Вы начинаете нагревать воду, и лягушка по-прежнему чувствует себя нормально. The water becomes hot, the frog is able to manage. Вода все горячее, и лягушка приспосабливается к этой But температуре. then the water comes nearing boiling temperature. Но вот она почти закипела. Now the frog wants to jump out, but he has no strength to jump out. И лягушка теперь хочет выскочить, а сил выскочить уже нет. Because he lost all his power in trying to adjust and tolerate that heating water. Потому что все силы ушли на то, чтобы организм приспособился к горячей воде. It should not be, this is not called tolerance. А вот это не есть терпение. You should jump out before the situation goes beyond that, the boiling point. Вам нужно выскочить до того, как ситуация достигнет точки кипения. You should have self-respect and say to the person, please stop here. Нужно иметь достаточно самоуважения, чтобы сказать человеку: давайте здесь остановимся. But you need that strength inside. Но для этого нужна внутренняя сила. There should not be any
anger or grudges against this person, maintain your inner peace, but with that determination you should be able to say, stop, don't move forward. У вас не должно быть гнева или неприязни к тому человеку. Нужно сохранить внутреннее спокойствие и просто уважительно сказать: стоп, давайте на этом остановимся. Very determined. Очень решительно. And you will see that the person will stop. И вы увидите, что человек остановится. So tolerance is a great power. Итак, терпение — это великая сила. Tolerance comes sometimes we need to tolerate to pass certain examinations. Терпение нужно для того, чтобы сдать определенные экзамены. If you see the picture of the tree, the person is throwing the stone or the stick at the tree, but the tree still gives him apple. Вы видите, на картине изображено дерево, яблоня, полное плодов, и там человек бросает камни, а с ветки падает яблоко. This is tolerance. А вот это терпение. So become so great, so much full of fruit that you don't feel that you are forced to tolerate. Поэтому станьте настолько великим, настолько полным плодов, чтобы вы не заставляли себя терпеть. It will become natural for you. Чтобы это стало для вас естественным. And when you have this power, then you come to power to adjust. И когда у вас есть такая сила, то тогда приходит сила приятия. Да. You are able to understand everyone because people are different. People can't be alike. Вы способны всех понять, поскольку люди все разные, они не могут быть одинаковыми. Different natures, different interests, different, what you call, upbringing. Разная природа, разные санскары, разное воспитание. Different choices, different habits. Разный выбор, разные привычки. But you can't live isolated also. Но и в изоляции вы тоже не сможете жить. You have to live with people, you have to work with them. Вам нужно жить с людьми, работать с людьми. But the most important thing to adjust is like, the rivers fall in the ocean with all the rubbish, but the ocean merges within it all that rubbish and still remains clean inside. Но главное, в чем проявляется приятие, это как река, которая впадает в океан, она несет в своих водах много мусора. И когда эта вода сливается с водой океана, то океан поглощает все это, опуская на дно, и остается чистым. That means we should have the ability to merge deep somewhere, as if forgotten, the weaknesses of other people. То есть нам нужно обладать такой способностью погружать вглубь все то, что касается слабостей других людей, как будто забывать об этом. Because none of us is perfect, isn't it? Потому что никто из нас не совершенен, верно? Are you perfect? Вы совершенны? Are you? Да? I don't think so. Я так не думаю. At this time, everyone has something good, but something not good also. А в наше время у каждого есть и что-то хорошее, и что-то не очень хорошее. Some defects, some weaknesses, everyone has. У каждого из нас есть свои недостатки, слабости. Да. But very often what happens is that weakness which I don't have and other person has, I want to point out at that weakness. Но, как иногда бывает, у меня какой-то слабости нет, а у другого человека она есть, и я пытаюсь эту его слабость выставить на показ.
And the interesting thing is I forget that I have other weakness, И интересно, что при этом я забываю, что у меня другие слабости есть, which this person does not have. которых нет у того человека. So my focus is only the weaknesses, then I am not able to adjust with people. И если я буду сосредоточен на слабостях других людей, я не смогу с ними совместиться. No. So number one, I should understand I also have weaknesses. Итак, во-первых, мне нужно понять, что и у меня тоже есть слабости. Number two, this other people also have goodness. И второе, что у того человека есть хорошие качества. Let me learn from that. И на тех качествах мне нужно чему-то научиться, перенять их. No. So all these powers, they are useful in relationships. И все подобные силы очень нужны во взаимоотношениях. We all want good relationships. Все мы хотим, чтобы у нас были хорошие отношения. Relationships play a very important role. Отношения играют очень важную роль. If I have a lot of wealth, high education, big bungalow, high status, but not good relations, Если я богат, у меня хорошее образование, у меня чудесная вилла, дом, но не складываются отношения. can there be happiness? Будет у меня счастье? No. Нет. It's very important to therefore develop these powers, power to tolerate, adjust, and other powers. А поэтому очень важно развивать в себе эти силы. Силу терпения, силу приятия и многие другие. So now, because the time is running, I will quickly tell about 4 other powers. И поскольку время идет быстро, я кратко упомяну и еще 4 силы. Power to discern means power to discern between right and wrong. Сила различать — это способность отличить правильное от неправильного. Like the jeweler easily is able to discern between a glass and a real diamond. Как ювелир с легкостью отличит настоящий бриллиант и стеклянную подделку. We should also have this strength, the power to discern what is right, what is wrong, what is truth, what is falsehood. И нам тоже нужна эта сила отличать правильное от неправильного, истину от лжи. Yeah, like the swan, it has the ability to distinguish between pearls and pebbles. Точно так же, как лебедь может отличить жемчужины среди камней. It picks up only the pearls. И будет выбирать жемчужины. Yeah? So the right discernment, then there will be right judgment. И если мы правильно различим, то тогда можем принять правильное решение, правильно рассудить. The next power is the power to judge. Следующая сила — это сила суждения. So where to go, what to do, what not to do. Куда пойти, что делать, что не делать. To speak or not to speak. Сказать или промолчать. Begin this task or not to begin. Начинать выполнять задачу или не начинать. Begin this task or that task. Какую выбрать задачу. First this or first that. Что сделать первым. Yeah? Many times people say, I am confused. I don't know what to do. 3 days I am thinking about it. Иногда люди говорят: я в замешательстве, не знаю, с чего начать, уже 3 дня думаю. It's a wastage of time. Но это пустая трата времени. So, but like you saw the balance with 2 pans. They are in a balanced state. Picture, you can see the picture. When this line, this central line, it is straight. It is straight, then the 2 pans are in a balanced position. И вы видите на картине, в этом месте изображены 2 чаши весов. И когда стрелка находится в вертикальном положении, тогда эти чаши весов уравновешены. So, when your intellect is clear, when there are no kind of this thought, that thought, no extra and unnecessary thoughts,
your line is clear and connected with God, there will be balance. You will be clearly able to understand what to do and what not to do. И когда интеллект ясный, когда он чистый, когда есть прямая вертикальная связь с Богом, то тогда ум и интеллект в равновесии, и вы четко понимаете, что делать, что не делать, что правильно, что нет. So, right discernment, right judgment, right decision. Итак, правильное развлечение, правильное суждение и правильное решение. Right decision means right action. А правильное решение значит правильное действие. Right action means success. Правильное действие значит успех. And success means happiness. А успех значит счастье. Right? So therefore we need these two powers also. Поэтому эти две силы тоже необходимы. Now come another, the seventh one, the power to face. А далее седьмая сила — сила противостоять. Whether we want or not, we face in our life many challenges. Хотим мы этого или нет, но в жизни мы сталкиваемся с различными вызовами. Many situations come to us like big storms. Много ситуаций налетает подобно буре. And sometimes, the person is not able to understand and manage with these situations. Иногда человек не способен разобраться в таких ситуациях и справиться с ними. For example, sudden death of someone, Например, внезапная смерть кого-то близкого loss of job, или потеря работы. very serious situations. Это серьезная ситуация. Yes, and for example, you become suddenly, somebody in the family becomes very seriously sick. Или внезапно в семье кто-то серьезно заболел. Nowadays, people have so much of fear about this virus. Maybe suddenly it will attack me. В наши дни очень многие люди живут в страхе перед вирусом, а вдруг я тоже подхвачу этот вирус. And if somebody in the family really catches this infection, so it is a serious situation. Или если кто-то в семье подхватил эту инфекцию, это серьезная ситуация. But what to do? Ну что делать? To break up the self, to become disheartened, to lose hope. Сломаться, потерять надежду, отчаяться. Will it resolve? А это поможет? Нет. We need the power to face. Нужна сила встретить это лицом. Okay, the situation has come. Difficult situations come only in front of powerful people. Да, возникла такая ситуация. Трудная ситуация возникает перед сильными людьми. Say to yourself. Скажите это себе. If situation has come, it means I am powerful and I can manage with this situation. Если возникла такая ситуация, это значит, что я сильная, что я справлюсь. If somebody has become sick, okay, we will treat, we will observe all precautions, but there is no need of creating fear. Если кто-то заболел, да, мы будем его лечить, мы будем соблюдать все меры предосторожности и профилактики, но мы не будем бояться. Yes, somebody has left the body, you can't stop it. If the time has come for the soul to leave the body, can you stop it? You can't. А если кто-то умер, это невозможно предотвратить. Просто пришло время душе оставить тело, и остановить это невозможно. At that time, remember that the soul is eternal. В тот момент помните, что душа вечная. Now the soul has gone to play another part through another body. Теперь душа отправилась играть другую роль через другое тело. If I love that soul, I should maintain peace because my vibrations will reach that soul. И если я люблю ту душу, мне нужно сохранять спокойствие, потому что эти вибрации дойдут до той души. Yeah. If I will become peaceless, disturbed,
and so on, then that child, that newborn child will keep on crying. А если я буду продолжать тревожиться и проявлять беспокойство, то тогда тот новорожденный младенец будет все время плакать. This is not love, isn't it? Разве это любовь? So, yes, the situation has come. I have to courageously face it. Да, возникла такая ситуация, но мне нужно мужественно противостоять ей. Don't lose hope. Не терять надежду. Don't become disheartened. Не приходить в отчаяние. Rather say to yourself, I will definitely overcome it. Наоборот, сказать себе, я обязательно справлюсь. It all depends upon your way of thinking. Все зависит от того, что вы об этом будете думать. Then, if you maintain your power, you are able to cooperate with others also. И если вы сохраните свои силы, тогда вы сможете и с другими сотрудничать. If you become weak, then how will you cooperate with others? А если же вы станете слабым, ослабеете, как вы сможете сотрудничать с окружающими? And in this world, let us see this power of cooperation. The whole world, it can be, big problems can be resolved when we have the power of cooperation. Посмотрите на картину, там изображена сила сотрудничества. Благодаря этой силе можно решить самую большую проблему. So this is also important, that we should live not only for the self, but we should selflessly do something to help others for some noble task. Поэтому очень важно жить не только для себя, но бескорыстно помогать людям в выполнении какой-то важной задачи. Noble task. Благородной задачи. Not any task, because some things can be not good, We should not cooperate for wrong things. We should cooperate only for righteous, noble tasks. Конечно, не в любой задаче, потому что могут быть самые разные задачи и нехорошие тоже. А наша задача — сотрудничать только в благородной, правильной задаче. Because I have to do good actions. Мне же нужно совершать хорошие действия. And if somebody provokes you to cooperate in wrong action, you should have the courage to say no. Если же кто-то будет провоцировать вас и подталкивать на сотрудничество в какой-то плохой задаче, вам нужно мужественно сказать «нет». Yes, this is also power. Это тоже сила. Maybe this person who is provoking you is your very good friend. А может быть, тот человек, который вас провоцирует, ваш хороший друг. Sometimes because of fear of losing that good friend, you may say, okay, I will cooperate with you. И, может быть, из страха потерять хорошего друга вы согласитесь принять участие в какой-то его задаче. Wrong action. В неправильной задаче. Don't do that. Не делайте этого. Even if you lose this friend. А даже если потеряете при этом друга. In fact, this is not friend. На самом деле это и не друг был. Good friends will always take you on the righteous path. Хороший друг всегда будет выводить вас на правильный путь. And this is why I say that best friend is God. А поэтому я говорю о том, что лучший друг — это Бог. Will always guide you on a righteous path. Он всегда вас поведет по правильному пути. So, this is in brief about these 8 powers. Это вкратце про 8 сил. In fact, each power has so many different aspects which we can talk individually about every power for a long time. И на самом деле каждая сила имеет столько разных граней, что о каждой из них можно говорить очень долго. But today I think this much is enough. Но я думаю, что на сегодня достаточно. Begin with first 2 powers. Начните с первых 2 сил. Okay. Accumulate powers in you. Накопите в себе эти силы. And when you come in contact with other people, use these powers, rest of the 6 powers, wherever which power is needed.
И когда вы будете взаимодействовать с людьми, то используйте все эти силы в тот момент, когда они необходимы. Sometimes you need to tolerate, sometimes you need to cooperate, sometimes you need to face. Где-то нужно терпеть, где-то сотрудничать, где-то противостоять. So these 6 powers are to be used when you come in relationship with people. То есть вот эти 6 сил необходимы, когда вы вступаете в отношения с людьми. When you are on the field of action. Когда вы на поле действий. And the first 2 powers, that to withdraw and to pack up, particularly practice when you are alone, find time for that practice. А первые 2 силы, отключаться и собираться, практикуйте тогда, когда вы наедине с собой, и специально находите время для практики этих сил. So if you become powerful, then you will be successful. Если вы станете сильными, вы будете успешными. So let us meditate for a few minutes before we come to question answers. И давайте несколько минут посидим в медитации, а затем перейдем к вопросам. I become aware of my original self. Я осознаю свое изначальное «Я». I am a soul, a happy soul. Я душа, счастливая душа. A fortunate soul. Удачливая душа. What a great fortune to have the understanding of the spiritual powers. Какая это великая удача понять духовные силы. I not only understand these powers, but now I know how to accumulate and use these powers. Я не только понимаю эти силы, но теперь я знаю, как накапливать и как использовать эти силы. The more I use these powers, the more I become powerful. Чем больше я использую эти силы, тем сильнее я становлюсь. These powers are the basis of successful life. Эти силы – основа успеха в жизни. I, the soul, am a child of God. Я – душа, ребенок Бога. I become aware of my Father and instantly get connected with Him. Я осознаю своего Отца и моментально устанавливаю с Ним связь. The soul gets charged with the spiritual powers of my Father. Душа заряжается духовными силами своего Отца.
It's so easy to reach my Father. Это очень просто достичь Отца. I need not take any appointment with Him. Мне не нужно специально назначать встречу. Anytime, any moment, and for as long as I want. В любой момент, в любое время и настолько, насколько я захочу. My Father is always available for me. Отец всегда будет мне доступен. God the Father says, "Child, I am here. Come to me." Бог Отец говорит: «Дитя, я здесь, иди ко мне». I am always here for you. Я всегда здесь для вас. Just use me. Be with me. Просто будьте со мной. Используйте меня. My powers are for you. Мои силы для вас. I become stronger listening to these whispers of my Father. Слушая, как Отец нашептывает мне это, я становлюсь сильнее. I am truly a powerful soul. А я воистину сильная душа. Okay. Now let us answer a few questions. Теперь давайте ответим на некоторые из ваших вопросов. Первый вопрос. Как синхронизировать глубокое духовное знание, погружение в медитацию и жизнь в материальном мире? How to combine deep spiritual knowledge, practice of meditation and life in the material world? I would say that there is a saying that Moscow was not built in one day. Есть такая поговорка: Москва не сразу строилась. The tree does not grow in one day. И дерево тоже не вырастает за один день. Everything takes time. На все требуется время. You just need to begin. Просто нужно начать. Begin step by step. Шаг за шагом. The first aspect of spiritual knowledge is I am a soul. Первый аспект духовного знания — я душа.
Begin with it. Начните с этого. I am the master of the body. Я хозяин тела. Just practice this. Просто это практикуйте. You are living in the world, continue. Вы живете в этом мире и продолжаете жить. We are living in this material world. The body is also made up of matter. Мы все живем в материальном мире, тело тоже состоит из материи. But the question is only the change of awareness. А здесь просто речь о том, чтобы изменить осознание. Earlier we considered ourselves to be a physical body. Ранее мы считали, что мы эти физические тела. We looked at everybody also as a physical body. И на всех остальных смотрели как на физические тела. There was the awareness of mine and yours. Было сознание мое, твое. This is why there were many vices which attacked us. И из-за этого множество пороков нас атаковало. But now, change the awareness from body to the soul. Но сейчас измените осознание от тела к душе, к душе. Begin with just simple practice. Начните с самой простой практики. I am a soul. Я душа. Begin your day with this thought. Начните свой день с этой мысли. I am a point of light. Я точка света. And the master of the body. Я хозяин тела. My eyes, my ears, my tongue, my mouth, my hands, everything works as I, the master, wish. Мои глаза, мои уши, мой язык, мои руки — все подчиняется мне, хозяину. That's all. Вот и все. And then after that, try to remind yourself every 2 hours, again for 2 minutes, who am I? И затем каждые 2 часа напоминайте себе, хотя бы 2 минуты ощущайте, кто я. And you will see the difference in you after a few days. И спустя несколько дней вы уже почувствуете разницу. Spiritual knowledge and practice of meditation does not say run away from the world. А духовное знание и практика медитации не говорят, что надо убежать от мирского. Rather, it says you have to be very much in the world, but at the same time, you have to be detached from the world. Даже наоборот, все это говорит, что нужно очень активно жить в этом мире, но при этом оставаться отрешенным. Don't be attached to anything and anyone. Не привязываться ни к кому и ни к чему. These are detailed, deep matters which you will gradually understand. Это уже более глубокие аспекты, и постепенно вы тоже придете к пониманию этого. But now at the moment, begin with I am a soul and the master of the body. Но пока начните с того, что я душа, я хозяин тела. Да. Следующий вопрос. Как с помощью медитации поддерживать здоровье и молодость? How to maintain health and youthfulness with the help of meditation? So probably you heard when we talked about the first and second power. So this practice of meditation, Raja-йога, enables you, number one, to conserve your energy. И когда мы говорили о первых 2 силах, наверное, вы услышали, что практика медитации помогает сберегать энергию. Да. So this is when you conserve your energy, you are youthful. А когда вы сберегаете энергию, вы сохраняете молодость. And when we talk of health, actually the practice of meditation also means a disciplined way of life. А что касается здоровья,
Практика медитации подразумевает определенную дисциплину в жизни. When what you eat, how you sleep, how you get up, when everything becomes as it should be actually, then you begin to move towards a healthy life. Например, что и как вы едите, как вы засыпаете и когда вы просыпаетесь и в каком состоянии. И вот все это в итоге ведет к оздоровлению. Yeah. It's a very interesting, very actually healthy lifestyle when you really become a meditator and a Raja-yogi. И на самом деле это очень здоровый образ жизни Раджа-йога, человека, который медитирует. Yeah. When we talk of health, it is not just physical health, it is also mental health. Когда речь заходит о здоровье, это ведь не только физическое здоровье, это еще и здоровый ум. Mental health means create positive thoughts. А здоровый ум – это значит создание положительных мыслей. Remain free from stress. Свобода от стресса. Look at every situation from a positive angle. Взгляд на ситуацию с позитивной точки зрения. This is the result of meditation. Это все результат медитации. When you are mentally healthy, stress-free, then it becomes easy for you have to good relationships. И когда вы ментально здоровы, когда вы свободны от стресса, вам легко сохранять хорошие взаимоотношения. This is called social health. А это уже социальное здоровье. When you are mentally and socially healthy, this also positively affects on your physical health. И когда вы и ментально, и социально здоровы, это позитивно сказывается и на вашем физическом здоровье. Actually, it is a whole subject of Raja-yoga and health. А на самом деле это отдельный предмет Раджа-йога и здоровья. It's a really very, very healthy way of living. Это на самом деле очень здоровый образ жизни. And one of the very important things for being youthful is to remain enthusiastic. А еще для сохранения молодости очень важно иметь энтузиазм. So when in your life you have, good state of mind, good relationships, good healthy body, then what will happen? You will always be enthusiastic, energetic. You will not like to sit lazily anywhere. И когда у вас в жизни есть и хорошее состояние ума, и хорошие взаимоотношения, и здоровое тело, то вы не будете сидеть, сложа руки, вы будете полны энтузиазма что-то делать. This is called youth. Это и есть молодость. Many people physically young, they are not at all young. They are not youth. Есть много молодых людей, которые далеко не молоды, то есть их нельзя назвать молодежью. And people who are 80 years, they are much younger than them. А те, кому 80, они могут быть гораздо моложе их. Because they are more enthusiastic. Потому что у них больше энтузиазма. They have more faith and courage. Больше веры, больше мужества. And this is why for them difficulties are not difficulties. Поэтому для них не существует трудностей. Everything is okay. Все прекрасно. So they are much younger. Они намного моложе. So when the question of youth comes, it's not the question of our condition of the physical cells, isn't it? Поэтому, когда речь заходит о молодости, это не состояние клеток нашего тела. And moreover, even this is connected with the state of the mind. Кстати, даже и это тоже связано с состоянием ума. You remain stressful, you quickly will have furrows on your face and on your forehead. Если вы все время в стрессе, то и лицо, и лоб покрываются морщинами, складками. Maybe you are young physically. Хотя вы, может, и молоды физически. Age is not so much, but because of your state of mind, you quickly become old.
Возраст невелик, но из-за состояния ума вы быстро стареете. Да? Nowadays you must have seen small children like aged people. Может быть, вам встречались и маленькие дети, которые уже похожи на старичков. Да? So the thing is, it's the state of the mind. То есть все зависит от состояния ума. So meditation practice of Raja-yoga makes our mind very healthy. А медитация и практика раджа-йоги оздоравливает ум. Да, okay. Next. Третий вопрос. Как мне раджа-йога может помочь, чтобы родители меня понимали? How can Raja-yoga helps me so that my parents understand me? Okay, so you remember that formula that when you need to talk to anyone about anything serious, take into consideration 3 factors. А вы запомнили эту формулу, что если вам нужно с кем-то серьезно поговорить о чем-то, примите во внимание 3 фактора. State of the mind of the people, your parents in this case, whether they are ready to listen to you. Состояние ума человека, в данном случае это ваши родители, насколько они готовы вас выслушать. The place where you want to talk to them. То место, где вы собираетесь с ними поговорить. And the time, whether they have time to listen to you. И время. А есть ли у них время вас выслушать? This is number 1. Это первое. Number 2. Второе. You should have tolerance and patience to listen to their opinion. У вас тоже должно быть терпение и терпимость к их мнению. Вы должны готовы быть и их выслушать. Listen with respect. Выслушать с уважением. After all, they are your parents. Ведь они ваши родители. Parents are not the enemies of children, isn't it? Родители — это ведь не враги детей, верно? They want their welfare. Они хотят им всего самого наилучшего, желают. But yes, there can be sometimes misunderstandings. Но, конечно, бывает и недопонимание. The reason here is sometimes not the ability to listen to each other. А здесь иногда причина в неспособности услышать друг друга. Because both the sides think that they are right, they are not ready to listen to each other. Потому что обе стороны думают, что они правы и не готовы услышать друг друга. When one is speaking, the other is not listening, though he is silent, but he is thinking what I should speak now. Когда один говорит, то другой, даже если он молчит при этом, он не слушает, а думает, как он ему ответит. So, how will they understand each other? А тогда откуда возьмется понимание? So therefore you have to begin, because you want that your parents should understand you, that first of all you should see that do you understand them? И вам нужно начать, потому что вы хотите, чтобы родители вас понимали. И для этого сначала посмотрите, а понимаете ли их вы? Do you listen to them? Слушаете ли вы их? Do you respect them? Уважаете ли вы их? You want that they should understand you, means they should respect you. А вы хотите, чтобы они понимали вас, то есть чтобы они уважали вас? The law of karma is, if you want respect, you should give respect. А закон кармы гласит, если вы хотите уважения, оказывайте уважение другим. Okay, and anyway, they are senior to you, isn't В it? любом случае, они старше в отношении вас. And last thing is, ask yourself, do you understand yourself? И последнее – это задайте себе вопрос, а понимаете ли вы самого себя? What actually you want to say to your parents? Что вы в действительности хотите сказать своим родителям? And are you very clearly able to express your feelings, your questions, whatever you want to say to them? И насколько ясно вы можете выразить свои чувства, свои мысли, то есть то, что вы хотите им сказать? So in this, Raja-yoga helps. В этом помогает раджа-йога. In all these points. Во всех этих пунктах. Because Raja-yoga finishes our ego. Потому что раджа-йога избавляет нас от эго.
ego is the biggest enemy of humanity. Эго, эгоизм — это величайшие враги человечества. You become free, I am a soul, a point of light, a peaceful soul. Ego finishes, problems begin to finish. А вы освобождаетесь. Я душа, я точка света, я ребенок Бога. И эго уходит, и проблемы уходят. Okay? Хорошо? So I wish that you will find proper time and with respect you will talk to your parents. И я желаю вам выбрать подходящий момент и уважительно поговорить со своими родителями. 4 вопрос. Если я пишу человеку, чтобы он меня простил, надо указывать за что? И если я пишу, что прощаю его, надо уточнить за что? I will begin with the second part. English, please. If I write to a person to forgive me, should I write for what? And if I write that I forgive you, should I write for what? When you forgive, maybe if there is a need to write, and person wants that for what you are forgiving, you can write. Otherwise, if you are really forgiving, I don't think that there is need to write what for you are forgiving. Если вы прощаете кого-то и хотите написать, что вы прощаете, то вы можете написать, что прощаете и за что прощаете. Но мне кажется, что если вы действительно хотите кого-то просить, то нет необходимости указывать за что. Even there is no need of writing. И даже писать не нужно. Your feelings will reach. Потому что ваши чувства до него дойдут. Just please internally check, are you really forgiving? Просто проверьте в глубине себя, вы на самом деле прощаете. But when you have to ask for forgiveness, А когда же вам нужно попросить прощения, да, and the person is expecting from you that you will ask for forgiveness, и человек ждет от вас, что вы у него попросите прощения, then better to write. то лучше написать For what you причину, are asking for forgiveness. за что вы просите прощения. So that it's very honest and truthful, that you are really wanting for forgiveness. It is not just for the name's sake that you are saying that, yes, please forgive me. Not like that. Чтобы это было искренне и честно, а не так слово ради, что вы просто напишите «простите меня за то-то и то-то». No. Нет. It should be the real wish, that the wish to have good relationship, and with a true heart you want for forgiveness. You want forgiveness from that person. Then you can write that I made this mistake, I am sorry about it. I really want your forgiveness. То есть нужно настоящее желание наладить отношения с тем человеком и от всего сердца попросить у него прощения. То есть сказать, что я хочу просить прощения за то-то и то-то. Yeah, that this was the mistake done. Я допустил такую-то ошибку. I am really sorry about it. Я искренне прошу прощения. Yeah, please forgive me. Пожалуйста, простите. When there is honesty, then everything becomes easy. Когда есть честность, тогда все просто. Да. Okay. И еще один вопрос. Как я понимаю, ваши несколько лекций — это только начало курса. Да и то в нем столько новизны, не все сразу доходит. А можно рассчитывать на продолжение, какие-то практики. Хочется углубиться и все понять. As I understand, your few lectures are just the beginning of the course. Even in these lectures, there is so much newness that I am not able to catch everything.
can I expect for continuations some practices? I very much wish to understand everything deeper. So very good. Очень хороший This is a good вопрос. question, that because actually we have already planned for you the further lessons. Потому что мы на самом деле запланировали для вас дальнейшие уроки. Soon they will be beginning. You will soon see the slide on the screen. И вы увидите слайд, объявление о начале этих лекций. These lectures will be in Russian. Эти лекции, они будут на русском языке. However, if there is any one of you who does not understand Russian but would like to listen to lectures in English, they can inform us on our email address. Если же кто-то хочет прослушать эти лекции, продолжения, но не знает русского языка, то тогда, пожалуйста, напишите свою заявку на наш адрес электронной почты. 04spirituality@gmail.com. gmail.com. Okay, you can write on this. Это адрес 4 spirituality@gmail.com. Okay, so now let's see once again this announcement about the courses which we are going to begin soon. И сейчас вы увидите объявление о предстоящих курсах. Это курс лекций и практических занятий под общим названием «Духовная наука, способная улучшить жизнь». Наверху указана ссылка для регистрации. Первая группа. Начало курса 1 июня 2020 года. Время занятий 11:30 по московскому времени. Дни занятий понедельник, среда, пятница. И будет вторая группа. Начало курса 9 июня 2020 года. Начало занятий 18:30 по московскому времени. И дни занятий вторник и четверг. Продолжительность занятий 1 час. Занятия проводятся дистанционно по скайпу. И участие, как уже говорилось, по предварительной регистрации. Да. They will get detailed information after registration. После регистрации вам пришлют подробную информацию. The lessons, which lessons will be taken and so on. Какие там будут рассматриваться темы и так далее. Okay. So all the best. I wish that you will continue your studies. Итак, всего вам наилучшего, и я желаю вам продолжать эту учебу. Definitely revise these lessons which you have already heard. И обязательно повторяйте те уроки, которые вы уже прошли. And you know, this subject of spirituality actually is very deep. It's like a huge ocean. И на самом деле тема духовности, она необъятна, как огромный океан. Yes. So, but slowly, step by step, we learn to play with the waves of ocean and then go in the depth of the ocean. Но постепенно, шаг за шагом, мы учимся, как играть с волнами этого океана и как погружаться вглубь океана. How to find pearls from the ocean. А как доставать со дна жемчужины. So, 1 minute in silence and we finish here. Итак, 1 минута безмолвия. И на этом мы завершим.
Om Shanti. Ом Шанти. Goodbye. See you at some time. Всего доброго и надеюсь, мы когда-нибудь увидимся.